Всем здорово, всем привет. Ну вот, надеюсь, у нас все запустилось. Ну, во всяком случае, очень сильно на это надеюсь. Пока все собираются, всем еще раз привет, всем здрасте. 4 человека, вижу, уже ожидают начала всего мероприятия. Сразу напишите, нормально ли меня видно, нормально ли меня слышно. Вот там вот сбоку напишите в чатике, пожалуйста. Так, значит, еще раз всем здрасте, всем привет. Пока никто ничего не написал, ну, надеюсь, напишите. Да, кстати, там вот там вот внизу вот там лайки вот такие тоже ставьте тогда. Приветствую, Сергей. Самый первый человек, который зритель увидел. Так, все, отлично. Приступаем, значит. Итак, сегодня у нас положен стрим, как и положено по средам. Посмотрим, какая у нас тематика. Я, конечно, знаю. Привет, Павел. Сообщество нажимаем. Кстати, смотрите, в сообществе уже началось голосование на следующую неделю. То есть, вот видите, на 5 число. На 5 число, 5 февраля. Вот, поэтому выбирайте, голосуйте, можете оставлять свои комментарии. Вот, а по сегодняшнему дню у нас, как вы уже могли догадаться, как выбрать себе правильное оборудование и не облажаться. Вот такая будет тема. Кстати, заходите вот сюда в сообщество. Так, на куфере камеру смотрел 4К. Камеру. Так, Привет, Алексей Денисович, привет, Виталия, привет, Павел Диагност, привет, Сергей. Всем привет. Так, вот, кстати, заходите сюда в сообщество. И в будущем можно всегда здесь смотреть какие-то анонсы по мероприятиям, какие-то голосования на будущее, ну и так далее. Все интересные темы будут здесь вот у нас в сообществе, как всегда. Заглядывайте. А сейчас, пожалуй, вернемся к нашему чудному стриму. В общем-то, сегодняшний стрим, как вы уже поняли, привет, Вадим, могли догадаться, посвящен выбору оборудования. Сделаем, ну, скажем так, немного общий стрим. Значит, он захватит и оборудование для диагностики, также оборудование для прошивки чип-тюнинга, оборудование для работы с ключами, оборудование для работы с иммобилайзерами. Привет, КН 2010-100. Вот так вот, привет тоже, да. Также пройдемся, я сразу расскажу по вопросу китайского либо оригинального оборудования. Также захватим, значит, как вообще выбирать себе оборудование, в какой последовательности для работы именно с водным транспортом, спецтехники грузовой. И, само собой, зацепим момент, как отличать, ну да, наверное, это начинающий уровень больше будет. У кого есть опыт, может быть, это видео окажется неинтересным. Павел абсолютно верно подметил. Значит, также отличим, чем отличаются, зацепим диагносты от ошибкочитателей сей великой секты, значит, псевдодиагностов. Это примерно, значит, у нас такой вот будет набросок, план на сегодняшнее мероприятие, на сегодняшний стрим. Также не забывайте, что вот там вот пишите свои комментарии все время, указывайте вопросы, которые вас задают в течение стрима, может быть, какие-то наводящие, может быть, что-то не совсем понятно, ну и так далее и тому подобное. Привет, Юра. Также хотел с самого начала сказать, что сегодняшний стрим это мои личные взгляды, в общем-то, на ситуацию, которую я излагаю, и не говорю, что это вот однозначно верно, это лично мое мнение. Если кто-то с ним не согласен, будет мне интересно услышать также ваше личное мнение. Пишите их вот там вот в комментариях. А если смотрите это видео в записи, то внизу под видео. Мне интересно
будет узнать ваше мнение также, а не навязывать свое. Вот так вот. Посему, в общем-то, считаю, что данное видео это будет, ну, как я уже сказал, мое личное мнение. Значит, с чего начнем? Начнем, пожалуй, с оборудования для диагностики. Как вообще его, в моем понимании, правильно выбирать необходимо? Сначала следует, мне кажется, присмотреться все-таки к чему-то общему. Ну, то есть, если вот вы недавно пришли на рынок диагностики, привет, C4R Fast Garage. Вот, мне кажется, что если, в общем-то, как диагност вы только пришли на этот рынок и не знаете сферы машин, какие года больше всего присутствуют, какие, в общем-то, бренды, модели, фирмы, какие машин, то, само собой, понятное дело, в первую очередь вам необходимо измерительное оборудование. Тут, в общем-то, и говорить нечего. Даже если знаете, какой бренд и что, куда и как, то измерительное оборудование вам понадобится по-любому. Только контрольки должно быть две. Одна это, значит, под нагрузочкой, чтобы измерять напряжение приходящее, именно под нагрузкой смотреть. Вторая это будет светодиод, чтобы смотреть, например, импульсы на форсунках, на те же и так далее. Почему необходима обычная под нагрузкой также, а не только светодиод? Об этом, значит, я уже говорил в наших видео, да, в принципе, очень во многих, которые, точнее говоря, в стримах, как проверить правильное питание, вот проверка блоков управления, проверка, да, в принципе, во многих стримах я рассказываю именно именно контрольку для измерения под нагрузкой. Кстати, Павел говорит про синюю изоленту. Не всегда. Кстати, синяя изолента это расходный материал все-таки, а не инструмент, поэтому изоленту мы сегодня цеплять, наверное, не будем. Пройдем дальше по измерительному оборудованию различному и диагностическому. Далее я считаю, что необходимо, кроме тестера и контрольки, в моем понимании, это уже, наверное, еще осциллограф. Но до этого мы дойдем позже. Значит, потому что, для изменения он нужен, для измерительных каких-то работ, для диагностики он тоже нужен. Но это, в общем-то, не в первый день его следует приобретать. Опять же, следует присмотреться, выбрать, какой осциллограф лучше взять. По осциллографам мы сделаем также видео и стрим. Через какое-то определенное время, я думаю, в общем-то, проголосуйте, где голосовать я уже рассказывал, сделаем вывод, какой лучше осциллограф, в общем-то, выбрать. Но это будет отдельная уже тема. Также, понятное дело, нам надо для компьютерной диагностики тоже приобретать какое-то оборудование. Как я уже говорил немного ранее, сначала, перед тем, как вы не определились еще, значит, каким брендом будете заниматься, каких машин в вашем районе или области много, в первую очередь, конечно, следует обратить внимание, значит, на универсальные какие-то сканера. Да, кстати, Павел Диагност грамотно тоже подметил, компрессометр, он же манометр, нужны по-любому. То есть компрессию, грубо говоря, померить в том же моторе. Но тут, опять же, немного двояко. Следует определиться, значит, в первую очередь будете заниматься дизельными либо бензиновым автотранспортом. Потому что для дизелей у нас одни давления, для бензинок совершенно по-другому все. Опять же, для бензинок нам, кроме, скажем так, давления, которое у нас компрессии, которое у нас присутствует в цилиндрах, также неплохо иногда мерить давление, которое дает насос топливный, в общем-то, насос подкачки в дизелях также. Если он присутствует в некоторых системах, то само собой
А, необходимо обратить внимание именно на компрессометр, он же манометр, который может мерить не только компрессию в двигателе, но также может работать и с жидкими средами. Так то вот именно давление топлива, которое может накачивать. Поэтому, в общем-то, если вы хотите взять исключительно под двигатель компрессию мерить, то это будет не совсем правильный выбор, потому что со временем, в общем-то, докупите еще и для работы с жидкими средами. Также следует обратить внимание на то, что, значит, смотрите, если мерить компрессию, они бывают тоже ни одного диаметра вот этого вставного, потому что, в общем-то, свечи тоже у нас бывают двух размеров, во всяком случае, которые я сталкивался, помню, более тонкие, более новые, более старые. Смотрите, чтобы также был этот переходник под более старые свечи. Теперь перейдем все-таки к диагностическому оборудованию компьютерному, наверное. Что необходимо нам для компьютерной диагностики? Как я уже говорил ранее, сначала необходимо обратить внимание на какие-то универсальные приборы. Мне кажется, это опять же, я повторюсь, мое личное мнение. В общем-то, в первую очередь, мне бы понравился, наверное, это был бы Автоком. Вот он же Delphi, он же Bosch, он же как его еще только не называют. Не, Bosch, какой Bosch, я уже несу. Чуть не выспался сегодня. Он же Delphi, он же WoW, он же Автоком. Обзор его был у нас недавно на стриме. Тоже довольно подробный, как его настроить, как заставить его работать на одном компьютере и так далее. В общем-то, был обзор. Также я бы порекомендовал, наверное, обратить внимание на ланч. Мне кажется, в моем понимании, довольно неплохой прибор. Сделаю также его подробный обзор в ближайшее время, если вам будет интересно, стрим. Ну, чтобы более детально увидели, что он такое, потому что до меня только что дошло, что до сих пор я стрима с ланчем еще не сделал. Поэтому, ну так, пару видосиков, некоторое количество на канале у нас уже было, где я показывал, как он работает, что в нем есть и так далее. Но мне кажется, это также очень необходимый прибор. Также, как бы это ни казалось смешно, наверное, я бы порекомендовал все-таки взять старый добрый ELM 327, либо как вариант ELS. Это немножко более модернизированный, который работает немного с большими скоростями, ну и там еще куча полезных плюшек есть в нем, поэтому, в общем-то, порекомендовал бы также на него обратить внимание. Стоит он на самом деле копейки, в кармане не занимает практически никакого места, но однозначно. Так, сейчас у нас уже люди пишут, Александр. Так, привет, Александр. Сейчас очень много выгодных предложений по Bosch FSA. Можно взять за нормальной цене в России. Тот же КТС можно взять, использовать в режиме pass-through для других программ. К Bosch я скажу откровенно, я не хочу говорить про него ничего плохого. Тот же EasyTronic из комплекта КТС я до сих пор использую и, в общем-то, многим рекомендую программный продукт использовать, потому что по Bosch он на самом деле по блокам творит чудеса. Там довольно богатая схемотехника, когда где-то нету схем, тех же автокомах, автодатах, нету в автодате, толеранте, где-то еще, то в принципе по Bosch очень богато это сделано в изитронике. Но сам Bosch, у меня был 450 КТС, я скажу, я с ним попользовался, наверное, где-то около месяца и реализовал его, в общем-то, он меня не зацепил. Я считаю, что, в общем-то, ну, мне он не понравился. Это мой личный, в общем-то, вывод. Может быть, интерфейс не понравился, может быть, что-то еще, но вот не понравился еще. А для постру я использую Scanmatic. Будет также в ближайшее время у нас стрим по поводу Scanmatic. Я думаю, многим будет интересно, тем более многие просили. Так, сейчас еще раз пройдем, почитаем. Так, привет, может в двух словах рассказать теорию
отматывание, пробег в мозгах, оборудование, например, можно. По отмотке я скажу сразу, как уже, наверное, заметили, по отмотке у нас видео на канале нету, кроме, ну, скажем так, обозревательных видеороликов по причине того, что отмоткой я не занимаюсь в принципе. Во-первых, у нас это уголовная ответственность за отмотки, попадает под раздел мошенничества и так далее. А если машиночка дорогая, то в особо крупных, а если на госпредприятии, то это вообще пипец какая статья, поэтому отмотками я не занимаюсь в принципе. Вот. Хотя, скажем так, по закону можно подойти, брать с заказчика письмо, что он мотает для цели, что он поменял приборную панель и так далее. Я просто не хочу в это лезть, потому что если залез в эту отмотку, это все. Ну, не хочу, я не хочу мотать, и мотать я не буду сам машины, поэтому по отмоткам консультаций, либо чего-то подобного, я не уверен, что я буду давать. Может быть, со временем что-то поменяется, но в данный момент времени про отмотки не подскажу ничем. Так, прочитаю, что там еще пишут. Так, лаунч, хороший вариант, использую как дополнение, хорошо берет экзотическую технику. Да, что мне нравится в лаунче также, он очень хорошо дружит с китайцами, с китайским автопромом, очень хорошо дружит с вообще восточным азиатским автопромом, творит на самом деле чудеса с Хондами, да в принципе много с чем. Там опять же в ланче есть такая полезная тема, как ведомая диагностика. То есть вплоть до того, что нажал какую-то кнопочку, ошибка выскочила, и можешь поискать сразу, нажать кнопку в интернете, что, в общем-то, люди делают с этой ошибкой, с этой проблемой, ну и так далее. И опять же, красненьким, допустим, помечается, ну вот идет какое-то реального времени изменение, и красным помечается, если выходит. Но это отдельно, я говорю, по ланчу, я думаю, я сделаю отдельное видео на канале. Полный обзор будет по ланчу, что в нем есть, какие есть обновляшки и так далее. Это мы сделаем. Так, по азиатскому рынку, наверное, это будет ланч, это, наверное, будет Scanmatic. Он неплохо по азиатскому рынку, там некоторые модельки тоже очень хорошие вещи делает. И, наверное. Больше даже не знаю, что сказать такого навскидку. Либо конкретно уже брать надо по моделям. Добрый вечер, Равиль. Так, в Bosch есть проблема. Они на машине до 5 лет новые дают урезанные функциональные параметры. Ну вот опять же, Александр, минусы, которые есть в Bosch. Так, Scanmatic Pro, очень много всего можно для Кореи, азиатского автопрома накидать прок. Да, кстати, Scanmatic, я думаю по нему сделать, как я уже говорил, отдельный стрим. Scanmatic. Кстати, это немножко перескочим уже пункты, пройдем, скажем так, насчет китайского автопрограммного обеспечения, оборудования и оригинального. Scanmatic, я не буду говорить, рекламировать и так далее, но Scanmatic это однозначно тот прибор, который следует брать оригинальный. Второй Pro, либо второй обычный, я не буду говорить, хотя у них давно не было обновлений. Посмотрите, может быть, бэушку, но Scanmatic это было первое оборудование, которое я купил оригинальное. Это первый именно диагностический прибор, который я выложил, потому что, в общем-то, поначалу пользовался китайским, но понял, что китайцам мне, в принципе, вообще не хватает. То есть все, что делают создатели Scanmatic, это просто молодцы. Так, привет, Эльсар, привет, F-Family, привет, Роман, привет, Манас, привет. Так, продолжим дальше. Сейчас буду рассказывать. Значит, смотрите, это вот мое мнение по Scanmatic. Scanmatic, как я уже говорил, сделаем по нему отдельное видео. Его можно использовать, да, в принципе, как огромное количество разных других приборов. То есть и как тот же
50-54 ВАЗ, можно его использовать и как DAS мерседесовский, и как Текстрим, и как Форскан для Форскана. И, ой, там огромный список оборудования, но я говорю, по нему пройдемся, уже по сканматику сделаем отдельный стрим, однозначно рекомендую. Orange 5, по сканматику, кстати, Autel я не купил, Autel у меня нету, поэтому сочинять, в общем-то, не буду. Вот, по сканматику опять же вернемся. Чем хорошо, если, допустим, вылазит какая-то машина, которая что-то вылазит косяк, можно всегда написать производителю, и, в общем-то, заминок с этим вопросом не возникало. По сканматику у меня возникла проблема с самим аппаратом, решилась очень быстро, в течение, наверное, где-то 2 недель. Провели ремонт, либо замену, это я уже не знаю, что сделали, в общем-то, проблему быстро решили. Поэтому, в общем-то, мне кажется, своих денег он все же стоит. Так, сейчас посмотрим, что там еще писали, а то оно как-то убегает. Так, про лаунчер сделаю обзор, как я уже говорил. Orange 5. Есть оригинал, у меня есть Китай, но мы пока говорим по диагностическому оборудованию. К этому оборудованию мы зайдем позже. Так, про узбекские машины, честно сказать, не знаю, не могу ничего сказать. Мотор Мастер, измерительный прибор, хорошо. По сканерам, как я уже говорил, по осциллографу мы сделаем отдельный обзор по выбору, какой лучше выбрать. Так, мотор скан, это, как я уже говорил, позже пройдемся. Привет, мастерская Вольтавто. Сканматик есть не оригинальный? Да, сканматик есть не оригинальный. Я в свое время купил первый сканматик у китайцев. Не оригинальный был. Там даже когда на первый выходили обновления, китаец не обновлялся. Был в затыке. Потом второй я не знаю, я уже не смотрел. Ну вот второй я взял себе не Pro версию, обычную, до сих пор пользуюсь. Немножко его проапгрейдил, как советуют производители. В общем-то, не все апгрейды сделал, но, в общем-то, меня он пока устраивает. Так, Саша ФСА, есть мотор-тестер со даже стробоскопом, таковыми цангами. Так, можно его использовать как отдельно, так с любым. Да, ну вот как я говорю, что поэтому пройдемся отдельно. Аутель нету аутеля у меня, нету. Видел, ходил вокруг него, но так и не купил. Про OpenPort, ну я не знаю на самом деле, OpenPort у меня в свое время был. Не буду говорить, где покупал. Название очень похоже на OpenPort. Это один из форумов. Не буду говорить, какой форум. Наверное, все и так поняли уже, где его приобрел. Проц у меня сдох. Гарантия, в общем-то, поддержана ни хрена не была. Поэтому про OpenPort тему, наверное, закроем. Кстати, сканматик можно использовать как OpenPort. И использовать как все постружки. Привет, Игорь Алексеевич тоже. Да, сегодня среда. Так, Autel стоящая вещь. Самый простой Max DAS. Даже в некоторых вещах функциональный лаунчер. Ну, может быть. Я не видел его просто. Было бы хорошо, конечно, потрогать его в руками. Если у кого-то он есть здесь рядом, недалеко от меня, то, в общем-то, было бы интересно, я думаю, снять видео. Я думаю, многим было бы интересно, если кто-то готов, в общем-то, предоставить для тестирования. Ну, не дать мне лично в руки, а чтобы я подъехал и посмотрел на месте, то, в общем-то, буду готов. Так, посоветуйте прибор для прописки ключей. До ключиков мы еще дойдем. Артурс Никовс. Дойдем еще до ключиков, это другое оборудование. Так, в серединке ничего страшного, в запись тоже будет. Так, Васю не забудьте, мотор мастер на любителя. Так, ну теперь, наверное, пройдемся.
Так, пройдемся по остальному оборудованию, которое я использую для других машинок. Думаю, кому-то будет тоже интересно. Может быть, я что-то упущу, а может быть, что-то не обращу внимания. Ну, как бы вот основное, о чем я говорил. Сначала покупаем универсальные сканера, а потом докупаем ну, уже более такие индивидуальные под бренды. Смотрим, какие машины больше идут. Сами понимаете прекрасно, если у вас мерсов, например, вообще нету, то какой смысл вам отдавать такую сумму за стар? Ну и, соответственно, по другому оборудованию. Какое оборудование я использую? Стараюсь ничего не забыть. По легковому автотранспорту, раз мы сейчас говорим, у меня есть, значит, кроме тех, которые я уже говорил, значит, у меня есть Lexia, у меня есть Clip, у меня есть ВАЗ-5054, у меня есть, о господи, что у меня еще есть? BMW Scan, у меня есть фу, Вася однозначно есть, да, Вася для вагов. Сканматик второй у меня есть, непрошный. Да блин, я, наверное, что-то забыл. Я что-то, наверное, еще забыл. Что-то я забыл. Ну, наверное, дофига забыл. Наверное, я сделаю в ближайшее время просто обзор всего оборудования, которое у меня есть. Заодно, может быть, что-то покажу, что-то не покажу. Ну, в общем-то, смотрите, как я уже сказал, по легковому автотранспорту, в принципе, наверное, и по грузовому будет. В первую очередь покупайте универсальные приборы, какие я порекомендовал. Ну, вот интересно было бы еще утел потрогать, а потом уже докупайте марочные, потому что, как говорится, до хрена всего трошки, ну вот много диагностического оборудования у нас не бывает. Это вот мы прошлись пока по диагностическому оборудованию. Что ж, давайте пройдемся по оборудованию для прошивок. По оборудованию для прошивок, чип-тюнинга и так далее. Понятное дело, кодировщика у себя дома держать не надо в виде оборудования. Это, в общем-то, отдельный человек, который отдельно этим всем занимается. Значит, что необходимо? В общем-то, тут картина абсолютно та же. Что необходимо? Необходимо в моем понимании. То есть, первое, я купил, кого я купил? 2000, ой, как же его звали-то? Ой, вылетело с головы. Ну ладно, не вспомню уже. Протокол КТМ. КТМ. КТМ купил. Или КТМ это мотоцикл. Блин, ладно, туплю, что-то конкретно туплю. Значит, такой был в свое время дешевый сканер. Правда, отдал я за него где-то около 200 американских денег. Но это все было давно и, можно сказать, неправда. Из нынешнего времени, что я вижу непосредственно, что надо иметь из оборудования. В моем понимании это, наверное, будет киса и катак. Чем мне нравится киса, я расскажу сразу. У меня еще не было ни одного затыка. Если киса, ну, вот прошивал какую-то левую прошивку, если заливал кисой, чтобы невозможно было его восстановить. Всегда, как я и говорю, самое святое, самое важное дело, это делайте бакапы. Вот, по кисе, в общем-то, у меня не было ни одного затыка, чтобы сделанный бакап не восстановил обратно тачку. По МППС, например, если брать или что-то другое, котлету, ну она же галета, то облом. В общем-то, даже заливая бакап, машинка не заводилась. Бывало такое. А по кисе, как я уже говорил ранее, если заливаешь бакап, затыков не было. Так, что-то уже люди пишут. Я тут упустил. Так, ну я понял. Так, смотрите, что дальше получается. То есть киса и катак это, ну, обязательное, мне кажется, оборудование. Далее. По ним, кстати, я думаю, сделаю обзор тоже, если вам интересно, более подробный.
Можно будет стримом, можно будет просто отдельно видосиком запилить. Также, мне кажется, надо иметь галету, так называемую котлету, потому что, в общем-то, некоторые машинки она захватывает. Но это уже, мне кажется, стоит сначала взять все-таки, в моем понимании, кису и катага, а потом уже обращать внимание на других. Также уже смотреть по брендам. Понятное дело, OpenPort, либо кого-то из этих флешеров, которые дружат. Киса это KISS, ну, KISS, как он там пишется. Ну, идет, в общем-то, обычно вместе с катагом. Там тоже у нас ссылочки под видео есть на это. KES, ну, в народе, да, киса. Вот, общенародное название, как и галету называют котлетой. В общем-то, оттуда и название пошло. Также, уже остальное следует смотреть. Я рекламировать не буду других флешеров. Все остальное уже в зависимости от того, что отдельно по машинкам. Я думаю, сделаем и мультифлешера обзор, и всего другого. Также, если работаете больше с восточными машинами, обязательно надо, чтобы был Пиасини, он же Писюн в народе, под названием. Вот, что еще. Ну, в общем-то, я думаю, отдельно по флешерам мы с вами также сделаем отдельный обзорчик. Возвращаясь к вопросу, покупать Китай или у нас на проверенный Китай и на форуме тоже можете зайти. Так, 16, кстати, МППС, мне кажется, маловато, уже 18 вышел. Там по некоторым бошам он творит довольно хорошие дела, поэтому я бы рекомендовал все-таки обратить внимание на 18 МППС. 16 уже немножко устарел, вот так вот. И также, так, очень много оборудования. Нет, ну как сказать, привет, Зафар. Вот, очень много оборудования на самом деле в моем понимании не бывает. Оборудования много не бывает, в принципе много не бывает, потому что, как я уже говорил, в общем-то, даже вроде где-то делают два прибора одно и то же, но один может сделать лучше, один хуже, либо там, допустим, в одном это есть, в другом этого нету какого-то одного наименования, а по результату вот такие вот чудеса будут. Вот, например, сегодня прошивал один блок, который вроде бы заявлен был, ну не буду называть уже сканера, хотя был заявлен и там флешеры, то есть, но, в общем-то, один взял, а другой не взял. Вот, видео, кстати, тоже выйдет на эту тему в ближайшее время на канале. По поводу Боша, КТС, я свое мнение уже высказал. Я закончился на 450, по-моему, да, или 550. Ладно, это уже было давно, наверное, года 3 или 4 назад. Я к Бошу немного охладел, поэтому, в общем-то, бошское оборудование оригинальное я не использую. Так, хорошая альтернатива сканматику. Может быть, мотор скана у меня просто нету. Нету по наличию. Вот, по оранжу мы еще дойдем, как я уже говорил ранее. Мы пока еще говорим по флешерам блоков управления. И вот сейчас как раз таки... Так, быстрее, чем 570, калибровки в прошивках сами делайте и пользуйтесь услугами калибровщиков. Нет, как я уже говорил ранее и во многих видео, калибровками сам я не занимаюсь. Ну, у меня калибровки это больше, наверное, как увлечение. Это, привет, Михаил, кстати, да, калибровки у меня это, ну, как увлечение. Поэтому, в общем-то, иногда делаю, но сам часто обращаюсь к профессионалам. У меня есть несколько человек, с которыми я давно работаю в этом плане. Мне они, понятно, делают дешевле, поэтому, в общем-то, зачастую калибровки я раздаю на стороны, чаще всего не свои. С одной конторой уже работал, не буду ее называть. Про нее многие знают, у нее много негативных отзывов. Перестал с ними давно работать, уже, наверное, с года полтора. Год точно с ними не работаю, не буду говорить.
Вот так вот. Bosch помощник меня считать, да, программировать не все, но не везде. Я тоже диагностикой двигателей занимаюсь. Так, ну вот, для целей класс, для диагностики. Ну, может быть, может быть. Я говорю, что, ну, правильно сказано, что много на самом деле оборудования не бывает. Сколько бы оборудования ни было, его всегда будет мало. Так, тульский пряник нормальный для своих денег. Носом 73 он и долгий. И ну, может быть, может быть, может быть. Кстати, что такое тульский пряник, я, наверное, не совсем понял. Если честно, напишите, может быть, Михаил. Так, дальше, что у нас? Теперь перейдем постепенно, наверное, к именно от программирования блоков перейдем к программированию ключей и к иммобилайзерам, к оборудованию. Значит, что бы я сразу сказал? Вот, кстати, это немножко все-таки затрагивает и предыдущий пункт тоже к программированию блоков. Значит, по флешерам, программаторам, точнее, MC Flasher класс Motormaster, так, Тула. Motormaster Тула. Все, я теперь понял, Motormaster, что такое Тула. Понял. Ну, у меня его, к сожалению, просто нету. Нету, к сожалению, поэтому не подскажу пока что. Значит, смотрите, по блокам управления, если есть возможность, там, скажем, не шить проца надо, а во флеше все находится в EEPROM, либо где-то, где-то, где-то здесь, то, понятное дело, я сторонник больше делать всю эту работу через выпайку микросхем. Во-первых, куча соединений, куча этих проводов до блока и так далее, но это не совсем надежно. Если микросхема выпаяна, то мне кажется, и она стоит напрямую в программаторе, эта процедура более надежна. То есть эта прошивка более правильная, и бэкап этот будет более правильный. То есть, поэтому, в общем-то, я стараюсь по возможности, если возможность есть выпаять микросхему, а не сидеть там в машине где-то на морозе, то есть возможность снять блок, то я сторонник все-таки таким методом. Какие программаторы я бы порекомендовал бы по моему личному усмотрению? По моему личному усмотрению, может быть, это будет Xproc, по BMW он неплохо там некоторые вещи делает. Это будет однозначно Orange, может быть, так, этот будет TL 866, это однозначно, потому что с флешами он работает просто замечательно. Ну и, наверное, на этом и закончим. Это вот первое, что бы я порекомендовал, а все остальное уже, допустим, под те же некоторые инфинионы и так далее, ну, там уже под неки и под другие процы, в общем-то, там и R270 и другие программаторы, в общем-то, это, как говорится, уже как дополнительное следует покупать, когда видите, что идут машины именно, и идут микросхемы, которые необходимо именно читать и писать именно этими редкими программаторами. Потому что, сами понимаете, если у вас под R370 не было ни одного блока и пришел один там за полгода и больше никогда опять не будет, то ради этого выкладывать деньги тоже, сами понимаете, абсолютно не стоит. А если машинки, в общем-то, идут, то и стоит покупать. По Абритусу это мы дойдем дальше. Это мы дойдем дальше. Да, само собой, зрение не у всех позволяет выпаять, но согласитесь, что не всегда, не с любыми микросхемами можно работать по ОБД. Допустим, с теми же билайзерами, епромки, флеши. Если начинается уже более детальная работа, то, увы и ах, по ОБД не все блоки можно сделать. Далеко. Вот, пройдем дальше, значит, по ключикам теперь пройдемся. Для ключей, как я уже говорил ранее, обязательно надо, чтобы был программатор, которым как минимум можно вычитать микросхему. Для того, что, допустим, многие программаторы ключей работают непосредственно с дампом. Так, в первую очередь я бы, наверное, так, сейчас.
Ага, вот, для работы с ключами, чтобы я, наверное, порекомендовал бы, на какое оборудование обратить внимание. Само собой, да, грамотно подмечено было и ранее, и придерживаюсь той же точки зрения до сих пор. В первую очередь, это универсальные приборы. По ключам я бы порекомендовал обратить свое внимание в первую очередь, наверное, это по более старым машинам, это будет Z-Bull. Это я сейчас работаю, говорю не про непосредственно пишущие в ключи. Вот. И я бы, наверное, порекомендовал бы Танго по более новым машинам. Танго, Z-Bull это вот однозначно. Почему? Почему, в общем-то, делал уже обзоры. По Z-Bull, правда, еще до сих пор не сделал. Что-то народ не голосует за них. По Танге у нас уже был обзор подробный. Рассказывал, показывал, что она умеет. По-моему, показывал, как ее надо заапгрейдить, чтобы она 7935 чипом ровно работала. Ну, во всяком случае, как она работает с ним, я показывал уже тоже. Вот, по его доделке до 7935 я расскажу, в общем-то. Так, сейчас зрение, так, от вас зависит от количества. Значит, сами... Так, все супер, город маленький, скоро с такими ценами на бензин будут одни электрокары. Так, по электрокарам тоже, кстати, по оборудованию сделаем отдельный стрим, я думаю. Я думаю, будет тоже тема интересная, это взгляд на будущее будет. Вот, продолжим, значит. Так, ой, я, наверное, что-то упустил. По объему работы. Я думаю, будет интересно, кстати, тоже, Михаил, сделаем отдельный видос, запилим, как привлечь публику, как, в общем-то, по рекламным моментам. Но это будет отдельная тема уже. Так, продолжим, значит. Дальнейшее, что у нас необходимо для привязки ключей. Это также ОБД, различное оборудование. Однозначно, СББшка, это был один из моих первых ОБД привязывателей ключей. В общем-то, со временем я от него отказался, потому что многие машинки он ну, не осиливал. Вместо него я взял два сканера других. Это был МПВ взял и Т-300 взял. Ну, в принципе, по сути, практически одно и то же. Потом я свой МПВ даже кому-то продал. Сейчас у меня есть из УБДшных Т-300. Это по более старым машинам. Кстати, по ВАГам он очень хорошо по старым работает. Также по, ну вот именно начальные универсальные я рассказываю, какие оборудования. Значит, также Т X100. Сейчас они уже выпустили более новое, на X100 обновочку уже урезали. Могли бы хотя бы за деньги оставить. Ну, понятное дело, оригинал тоже был приобретен в свое время. Очень хорошо работает с восточными машинами, скажем так, Запад и Китай, Япония, Корея с этим автопромом, да, в принципе, и со многими другими. Так что X100 однозначно нужное, либо то, что они сейчас делают вместо него. Вот, это по ОБД. Ну и понятное дело, мы переходим к Orange. Нет, не Orange, про Orange мы уже говорили. Мы переходим к FTDI, он же абрикоса закоса. Вот, выбирать Китай или оригинала я не буду рекламировать. Понятное дело, если начинаете, оригинал вам ну, даром не надо. Пока наработаете публику и так далее. Оригинал у меня есть Китай. Скажем так, оригинал я использую только по новым вагам и еще по некоторым брендам, когда необходима хорошая, качественная онлайн-поддержка. Но это бывает не часто, к сожалению. Поэтому основное я использую Китай. Китайское оборудование, китайский ФВДИ. Так, сейчас еще что пишут, почитаем.
Про публику, да, сделаем так. Здравствуйте, у Mini Z-Bull можно сделать ключ при полной утере ключей. Ну так все же зависит от того, для какой машины. От этого и зависит. Вот, да, понятное дело, все зависит от знаний. Для старой машины Z-Bull многое можно сделать. Но вот я сделаю по Z-Bull обзор, если поголосуете, когда-нибудь там выберете его. По ОБД Star, вот у меня X100, тоже отдельные видосики были уже на канале, но если интересно, можно сделать, тоже будет полный обзор. ОБД Star X100 у меня, который Pro. Так, то есть Z-Bull читает дам замка. Сам он по ОБД не читает Z-Bull. Вам надо выпаять микросхему, засунуть Z-Bull, собственно говоря, как в тангу, через компьютер уже, и потом уже оно скажет, либо пин там выделит. Ну, в общем-то, если интересно, Z-Bull, как я уже говорил, вот. По Оранжу пятому, как я говорил ранее, обзор мы уже делали с калькуляторами. Кстати, калькуляторы, если вам нужны, можно у нас их приобрести. Работают с китайской версией. Если кому-то надо, знаете, куда писать. Да, правильно. Viber, WhatsApp внизу канала. Вот, это по Оранжу. Калькуляторы, если надо. Обзор калькуляторов у нас есть, видосик заточенный уже, даже стрим. Вот такая вот картинка. Дальше мы, пожалуй, перейдем. Для ИМА-ОФФ какое оборудование надо. Нифига, неправильно сказал. Значит, вот это вот, которое я назвал, это у нас универсальное оборудование, которое надо иметь. Для уже более узких профильных машинок мы возвращаемся к нашему самому первому пункту, с которого начинали когда-то очень-очень давно сегодня. Это диагностическое оборудование брендовое, скажем так, рассчитанное для какого-то конкретного производителя. То есть, что это о чем говорит? Например, для Фордов мы будем использовать Forscan и тоже VCM. Вот для того же, например, BMW мы будем использовать Исту, там ту же Кадикан, вот различные модификации программные. Для того же ВАГа мы будем использовать Васю, например, или ВАЗ 5054. Ну и, соответственно, так по всем машинкам. Вот, сначала, как я уже говорил ранее, покупать, вкидывать денег целую кучу не следует, покупая все оборудование, потому что, в общем-то, это очень большая сумма денег будет сразу. И неизвестно, пойдут ли эти машинки. Кеди, касаемо для ключей, я не купил. Не купил. Я читал отзывы, смотрел. Меня, в общем-то, держал в руках у ключника знакомого. Меня она не зацепила абсолютно. Почему не зацепила? Потому что работает она, во-первых, исключительно со своими ключами, со своими брелками. То есть универсальный, например, в него трансподер не запихнешь. То есть вот, пожалуйста, иди покупай у них ключи, которые стоят дорого. В общем-то, в моем понимании это не рентабельно. Я видел, там выходили какие-то очередные обновления. Ну, скажем так, до сих пор у меня не возникло ни единой необходимости вот кинуть все и пойти кеди этот купить. Вот, поэтому, надеюсь, я правильно понял, о каком оборудовании идет речь. Ну вот не купил до сих пор не купил. Не купил вообще. Потому что, как я говорю, у меня необходимости за столько времени работы в нем не возникло. Может быть, у вас возникнет, может быть, оно вам понадобится. Ну, мне нет, мне не понадобилось. По советскому автопрому, кроме, например, как я уже говорил, диагностики и всего прочего, универсальных сканеров, тот же Scanmatic очень хорошо помогает. Что-то я сегодня его начал активно рекламировать. Вот, честное слово, не платили мне производитель. Ну, нравится он мне, нравится. Вот так вот. Так, что у нас еще люди пишут? Приветствую, Александр. Ну, ничего страшного, видео в записи будет еще присутствовать, всегда можно будет посмотреть. Так, какие программаторы по электросхемам хороши? Автодата,
Программы по электросхемам, да, по программам я думал уже заточить отдельный видос, но раз мы уже решили здесь обсудить эту тему вообще диагностики более обширно, хотя это и не выбор оборудования, и не изолента, но про программные продукты я все же расскажу. Что я использую? Я использую Автодату, я использую Толеранс, это по-любому просто. Из программных продуктов со схемами я использую также Workshop, также использую, это просто обязательно, по японскому автопрому, какому японскому, по американскому автопрому On Diamond Mitchell. Весит собака много, но она того стоит. Также использую, кого я еще использую, сейчас я посмотрю, залезу, а то я что-то, ну вот Easytronic, как я говорил, Алдату использую также. И, наверное, что-то я, наверное, упустил. Ну, вот как бы основное то, что я назвал. Давайте, кстати, по Митчеллу сделаем отдельный обзор. Ну, давайте я вам пока его хотя бы поверхностно покажу. Да, Митчелл я уже говорил. Ну вот, смотрите, какой он у нас красавец. Что в нем есть? Ну вот, машинки, которые я открывал после, значит, перестановки Windows недавно делал. Ну вот давайте фокуса откроем. Иногда пересекаются довольно плотно с европейцами, но не всегда. Ну вот, допустим, смотрите, какие огромные плюсы есть в этом нашем чудном Митчеле. Я вам сейчас покажу. Смотрите, допустим, надо отследить какой-то провод. Ну, например, ну вот этот. Мы его помечаем и цепляем сюда. Видим, откуда он куда пошел. Отсюда он пошел сюда. Видим, куда он перешел, третий контакт, цвет его. Переходим на соседнюю схемку. Опять увеличиваю. У меня здесь разрешение так себе стоит. Вот. И так дальше, и тому подобное. И смотрим, куда он пошел у нас дальше. А дальше он у нас пошел на четвертый провод. Со следующего входа. И опять же, вот он наш, это не тот, это третий, вот четвертый, куда он пошел. И мы выходим вот сюда, вот он у нас пошел. Довольно удобно в этом плане, это вот как бы довольно удобно. Схемы довольно понятные, все написано, ну, к сожалению, может быть для кого-то не на русском языке, а на английском. Ну вот это EVAP, портативный Mission EVAP. Значит, у нас клапанок здесь стоит. Ну, в общем-то, довольно подробно. Все понятно раскидано. Это вот по мотору, электрика, ABS, допустим, Air Condition, Anti-Shift, что довольно удобно. Открываем, смотрим, полностью все разрисовано. Как, куда, что подключено с тем же, например, нашим любимым имошникам. Вообще чудесно, да. Видим, куда, какие проводочки, что у нас любят, например, в других схемах отрезать и не рассказывать. Так что в Митчеле однозначно рекомендую. Так, посмотрим, что дальше есть. Да, большинство всех этих программных продуктов есть на RootRacker. RootRacker спасет мир, как говорится. Вот, продолжим, пожалуй, дальше наш обзор. Это мы закончили по иммобилайзерам. По отключению иммобилайзеров, как я уже говорил, у нас самый главный продукт — это программаторы. О каком мы говорили о них немножко ранее. Так, по воркшопу на русском не знаю, есть или нету. Я сторонник вообще использовать английские программы. И по возможности, если стоит выбор между русским и английским языком, я стараюсь выбирать английский. Если производитель программы не русскоязычный сам человек. Потому что зачастую бывают такие чудные переводы, что хватаешься за голову. Есть, например, видео одно, где все русскоязычные переводчики по фиату, например, машинки, фоническое колесо ошибка. Что за фоническое колесо? Хрена его поймешь. Вот по-русски говоря. И по этому переводу, ну, крайне тяжело понять, что это за ошибка фонического колеса.
Вот, поэтому, в общем-то, я крайне сторонник по возможности именно на английском языке. Лучше уже, если совсем затупо и не получается, в голове происходит затупо, в смысле перевести на русский язык на понятный себе, то, как говорится, Google Translate, Яндекс Translate, для переводчиков целая куча на самом деле. Вот, поэтому мне кажется, лучше иногда все-таки использовать оригинальный язык, чем... Так, по калькам Viber и WhatsApp в стримах на эту тему говорить мы не будем. Viber и WhatsApp по калькам поговорим. Вот, значит, что у нас еще? Что у нас еще? По оборудованию, по основному мы закончили. Продолжим. Китай или оригинал покупать, расскажу. Значит, смотрите, в моем понимании, что если только начинаете, не будем про Казимира, я уже про обком, не про обком, про этот. Кстати, обком у меня оборудование есть. Я уже говорил про OpenPort в самом начале, я был немного раздосадован. Вот, поэтому про Казимира, наверное, здесь не будем. Так, продолжим. Да, по Тойотам дизельным была неисправность ведомого колеса. На самом деле неисправность блоки управления форсунками. Ну вот, так что я и говорю, Александр. Часто переводы бывают такими кривыми, что хватаешься за голову и не можешь понять. Кстати, очень сильно мне в этом плане помогает та же Автодата. Я думаю, если вдруг кто-то что-то не в курсе, я вам сейчас расскажу и помогу в этом пункте, чем вам хороша может быть Автодата. Смотрите, так, вот так вот сюда заходим в Автодату. Ну, например, от балды какую-нибудь машинку выберем, да, давайте C4, 1.6, без разницы. Смотрите, что у нас есть в Автодате. Полезная фишка, я не знаю, переключился сюда. Да, переключился. Смотрите, у нас есть диагностик Трубли-Кодис, ну то есть диагностика трабл-кодов, ошибок. Заходим, например, в блок управления двигателя и выбираем, какая у нас есть ошибка. Начинается P0, P2, P34, U и U3. По ошибкам отдельную тему сделаем. Если у нас, например, начинается ошибка на единицу, Хатабулы, привет, кстати, тоже. Вот, заходим сюда, а вот здесь у нас есть единички на единичку ошибки. Ну и, например, вводим P0043, например, ошибка. Ну конечно, я же не на 0 начал искать, а здесь. И здесь подробно, если у вас вдруг сканер не хочет рассказывать правду, то мы можем найти все ошибки вот здесь вот. P0043, например. И вот у нас, например, эта ошибка. Чем хорошо дальше? Во-первых, оно пишет, что может быть, из-за чего, куда стоит обратить внимание по этой ошибке. Также нажимаем сюда, и оно рассказывает, где следует сделать замены. Привет, Сергей, привет, Питер. Так, да, кстати, да, Автодата, ну это вообще огонь, программный продукт. Также очень полезный момент один в Автодате. Вот, кстати, версия, она здесь подтупляет немножко. Бывает часто, что необходимо сбросить сервисные интервалы. Где их надо сбрасывать? Правильно, вот здесь вот эта закладка. Заходим в сервисные индикаторы. И здесь написано, что надо нажать, чтобы машина перестала ругаться, что было бы неплохо поменять масло или что-нибудь еще там поменять. Вот расписано: выключить зажигание, нажать кнопку такую-то, вот она кнопка, включить зажигание, подождать там пока таймер отбежит, ну и так далее. В общем, для каждой машины все по-своему написано, поэтому, в общем-то, я однозначно этот программный продукт вам рекомендую. Вот, сейчас я его закрою, у себя там закрыл. Так, что там еще писали? Вов тоже нормальная программа, да. Я когда прошлый стрим делал, мы делали обзор Автокома, Вов делали обзор, и я там, в общем, показывал саму программу Вов и то, что в ней присутствует. Те, кто упустили, пропустили это видео, заходите, смотрите в том нашем стриме. Есть обзор по этому программному продукту, поэтому, в общем-то, по сути говоря, то же самое, только на русском, но, опять же, как я говорил ранее, надо ли вам русский язык. Некоторые, кстати,
пересечение есть, что-то, чего-то в Вове может быть больше, чего-то здесь может быть больше, поэтому, в общем-то, вот так вот. Вот так вот. Так, но есть автодата стала платной на онлайне. Кто покупал, не знаю, ну на торрентах, торрент в плечи, как говорят. Вот, вернемся к нашей теме. Китай или оригинал оборудования следует приобретать. В моем понимании, если только начинаете, не знаете, насколько оно стрельнет, то, может быть, стоит, конечно, все-таки обратиться свой взгляд в сторону китайского производства оборудования. Если все-таки видите, что Китая вам начинает не хватать, либо кто-то рекомендует, ну вот, например, как я сегодня рекомендую некоторые брать оригинальное, уже сразу начинать и не экспериментировать с Китаем, то тогда, конечно, стоит брать оригинальное. Вот, поэтому смотрите, именно в эту сторону в первую очередь. То есть сначала можете начать с чего-то попроще, а потом уже брать и оригинал. Потому что, в общем-то, скажу, у меня и Киса, и Китак уже лежат оригиналы. Не такая большая сумма, но опять же я вас не агитирую брать оригинал, потому что, в общем-то, сам пользуюсь не только оригиналом, но и Китаем. Все зависит, опять же, от автоса, который делаю. Вот, продолжим, пожалуй, нашу тему. Так, это я уже сказал. По диагностике, по диагностическому оборудованию, по дометрам, по домкт, не понял, а что это такое? Вот, значит, так. И, наверное, да, так есть оригинал. Скажу откровенно, купил его в свое время не сам. Купила одна контора, на которой, в общем-то, я плотно сотрудничал. Потом та контора развалилась, и они продавали за недорого свое оборудование. Оттуда мне отломился, скажу откровенно, и ФВДИ оригинальный, и Китакские мне оттуда отломились оригинальные. Сканматик не надо, я покупал сам покупал вот так вот оригинальный. Я сказал первое, которое сам покупал. А из этих вот, допустим, дорогих оборудований, это я покупал не сам, а выкупал уже у конторы. Благо, что они мне отдали по цене Китая, потому что, в общем-то, им уже было это не надо. Так что фартануло мне в этом плане. Так, брал по 5 давно, не жалуюсь, проще, чем в оригинале. Так, звук очень тихий. Да, тихий звук очень или нормальный, скажите. По одометрам. По одометрам. Сам перемотками не занимаюсь, как я уже говорил ранее. Привет, Бардзо ЗТ. Так, Бадро ЗТ, прошу прощения. Значит, по одометрам есть у меня, скажем так, из того, где они есть, это, наверное, X100, который ОБД Стара, и где он еще есть, ФВДИ есть. Ну, так, чтобы специфически где-то одометры были, я, наверное, просто не обращал внимания. Когда-то в свое время купил, как его зовут-то, о господи, Тахауни, побаловался им где-то, может быть, с пару месяцев и продал. Потому что, в общем-то, неинтересно, совсем неинтересно, не мое, и все. Вот. Но, может быть, со временем что-то поменяется. По ключам, Виталий, что я скажу? По ключам же я уже говорил. По ключам я уже говорил, что из оборудования буду рекомендовать. Так, для OpenPort. Не понял. По ключам для OpenPort. Это как? Не совсем понял вопроса. Так, есть возможность сравнить китайский с оригиналом. Кстати, да, хорошая идея. Я думаю, сделаем обзорчик по оборудованию, которое у меня есть, Китай оригинал.
чтобы сравнить, показать вживую, в чем разница. Так что я думаю, сделаем обзор этого видео. Следите, как говорится, внимательно за нашим каналом. Поэтому это сделаем. Так, звук все-таки нормальный. Да, Orange, кстати, у меня тоже есть оригиналы Китая, но Orange тоже я покупал сам. Вот в свое время. Тоже, кстати, здесь интересно, сделаем обзорчик сравнительный. Так, брелков программирования. По брелкам в свое время, по старым брелкам Сергей купил у китайцев. Есть такая копировалка брелков неплохая. Также по брелкам Т-300 хорошо делает свои функции по старым. И по брелкам хорошо свою роль выполняет тот же ФВДИ. И по брелкам X100 выполняет свою роль хорошо. Также по брелкам очень хорош ланч. Там есть закладка отдельная. Вот, по этому пункту мы с вами тоже пройдемся. Если хотите, сделаем подробный обзор по ланчам. Вот, также. Вот, значит, давайте теперь пройдемся по диагностике, значит, по оборудованию диагностическому. Сейчас мы зацепили больше легковые, наверное. Также, наверное, будет интересно зацепить и грузовые машинки. По грузовичкам тот же Автоком ВОВ я порекомендовал. Нексик, ДПС-5 я бы порекомендовал также. Да, по X100 сделаем обзор, если интересно. Про и прок тоже сделаем. Сделаем по этим оборудованиям тоже вам обзоры. Если интересно, сделаем даже очень подробные. Как говорится, вы все выбираете сами. Я же показывал, куда надо зайти, да. Давайте покажу еще раз, если это интересно. Смотрите, заходим вот сюда, заходим вот сюда, нажимаем сообщество и выбираем. То есть можете, как вариант, написать свой комментарий, если хотите какую-то свою тему, вот нажимаете свой вариант, либо просто нажимаете комментарий и здесь пишите в комментарии, что бы вы хотели именно, ну вот какую тему зацепить, которую я не поднимал еще. Может быть, эта тема очень хорошая, может быть, она известна, но я про нее просто, ну, затупу словил и просто поэтому ее не упоминаю. Поэтому нажимаете комментарий и здесь комментарии, ой, что-то я не то нажал. И здесь комментарии просто пишите свое мнение, оставляете свой комментарий. Либо голосуете за уже предложенную тему ранее. Вот так вот. Так что заходим все сюда и не забываем этого делать. Да, Scanmatic тоже уже приветствую, перетяжка авто Украина. Так, СББ Кей, что скажете по своему опыту? СББ Кей, ну, я не знаю, у меня был СББшка, по-моему, 42-я еще или 43-я прошивка к тому времени была. Она меня очень сильно спасла по фордам в свое время. Там Galaxy 1, чем я его только не попытался. И Z-Bull заявленным и так далее. У меня ничего не выходило. И только благодаря СББшке я в нее ключики положил. Вот так вот. Поэтому СББ, ну вот Т-300 мне как-то зацепил сейчас больше. Поэтому СББ у меня по наличию уже даже нету. Сам пользуюсь Т-300, потому что в Т-300, например, меня зацепило то, что он с вагами, со старыми очень чудно делать. Магнети Морелли, допустим, Bosch и некоторые другие блоки, он вот замену просто на ура делает. Нажимаешь кнопочку PIM, поменять и все. И она привязывает новый блок. Просто красиво, не надо париться ни с перекидыванием, ни с вычиткой пина. Понятное дело, что это все можно и так сделать легко сейчас. Но мне Т-300, в общем-то, подцепил. Вот, что у нас еще дальше. Т3 случаем последней прошивки нет, как-то нет. Все есть, все есть. Так, не знаю, правда, какая последняя, но последняя, которая была где-то, наверное, по ноябрю, у меня есть. Вот, дальше.
Т-300, да, Т-300 у меня Китай. Я не буду говорить, что лучше на самом деле, но в моем понимании Т-300 мне больше нравится. Т-300, либо, может быть, МПВ еще. Хотя мне Т-300 больше нравится. Опять же, может быть, просто в руке более приятно лежит. Хотя с МПВ больше переходников было. А из Т-300 их сейчас тоже много пришло. Ну, честно сказать, не знаю, мне больше Т-300 нравится. Но это мое сугубо личное мнение. Опять же, я не хочу его никому навязывать, потому что я могу быть не совсем прав в своем, в общем-то, предположении. Но мне Т-300 больше нравится. Вот, дальше продолжим. По спецтехнике грузовым, это понятно, я уже сказал. По мотоциклам. Сейчас довольно популярная тема по автоэлектрике и вообще диагностике мотоциклов. Цены, я вам скажу, просто атомные на оказание услуг. Ну, почему я с этим столкнулся? Потому что, в общем, все мото взял этим летом, как знаете. Кстати, заходите на канал, еще там один есть. Я вам сейчас покажу, как на него зайти тоже потом. Заходим сюда. Заходим. Так, заходим сюда. Заходим на главную. Да. И вот мотокод канал. Там я свой туристический канал немножко превратил. Так, а вы вообще видите, что я показываю или не очень? Нифига не видите. Вот, я сейчас сюда переключусь. Так, значит, смотрите. Вот, значит, каналчик этот. Я сейчас вернусь обратно. Вот, мотокод называется. Это мой канал, который у меня был сначала про похудение, потом про путешествия. Не знаю, с чего начиналось все. Но вот сейчас он немножко становится постепенно мотоканалом, в котором я рассказываю различные темы про всякие гаджеты, про переделки, про доделки мотоцикла и прочее, про всякие фишки. Так вот, что я хотел сказать. Значит, значит, мой мотоканал, что я хотел сказать. Мототема, я столкнулся, это конкретная сейчас тема. Почему? Потому что оборудование там, электрика, значительно проще. То есть, если брать непосредственно электрику, проще намного, чем на машинах. Но на самом деле все настолько дороже стоит там сигналку поставить, просто сделать обзор, позвоните куда-нибудь у себя в мотомастерскую в своем городе, чтобы я не звучал там пустословно, и спросите, например, сколько стоит поставить сигнализацию на мотоцикл. Сами вы электрик, прекрасно понимаете, что работа на порядок проще, чем с машиной, да, ну, просто будете приятно удивлены ценами. Собственно, то же самое касается привязки ключей и касается диагностики. В общем-то, ну, скажу откровенно, будете приятно удивлены, и думаю, что после вот того, что я сейчас вам это сказал, эта тема будет вам довольно интересна. Изучить диагностику и мототему. Вот такая вот, собственно, картина. Это у нас, так, что тут написали. Есть приблуда типа моторника своего. Приезжал на чип-тюнинг. Сейчас не вспомню, как называется. Зашил просто через USB шнурок. Да, на некоторых есть такое, но опять же зависит от мотоциклов и от прочего. Так, вот, я о чем и говорю. Просто обзвоните и все. Будете приятно удивлены и интересно. Это у нас по диагностике на мотоциклы. Ну и понятное дело, вижу, мы уже больше часа стрим наш ведем. Будет интересно затронуть, наверное, тему. Так, по мотосканерам. По мотосканерам, я думаю, сделаю отдельный обзор, отдельную тему. Мототема здесь, я не знаю, будет затронута или нет на этом канале, потому что, да, там свой кабель, там не ОБД, там свои разъемы у всех мотов, свои стандарты. Я думаю, что на том канале, про который я только что показывал, будет обзор там по диагностике, потому что, в общем-то, здесь я пытался по мотоциклам делать какие-то моменты на этом канале. Ну, слишком много дизлайков и слишком много негативщины. Поэтому я думаю, что
по мото-теме будет все-таки ближе к тому каналу обсуждаться. Поэтому, в общем-то, может быть, сюда я сделаю репост видео, ну, ссылочку выложу. Может быть и нет, пока не знаю, как будет на самом деле. Хотя, конечно, эта тема касается этого канала больше. Вот, ну, просто людям здесь не особо нравится, когда я делал диагностики мотоциклов и так далее, так далее. Вот, поэтому по мотоциклам следите внимательно. Так, что у нас еще писали? Какая диагностика нужна? Так, это я уже говорил, сделаем обзор по мотам. Так, это я уже сказал, это я уже сказал. Так, ну и затронем последнюю нашу тему, наверное, на сегодня. Если вдруг я что-то забыл, пишите сейчас вот здесь вот сбоку. Чем у нас касается темы, что я упустил, задавайте свои вопросы по теме, а пока поговорим про читателей ошибок. Вот, как я уже говорил ранее, да, в принципе, это все знают, есть такие чудные читатели ошибок, которые купили себе диагностику, пришел к хозяину, почитал ошибки, сказал, дальше сам со своей машиной. Вот у тебя такая ошибка, и взял за это деньги. Понятное дело, немножко из-за этого они сбивают цену. Это неправильно, поэтому, в общем-то, когда звонят клиенты, говорят, что так дорого за диагностику и так далее, обычно говорю, вам просто ошибки надо почитать или найти причину. В общем-то, зачастую это помогает фраза, потому что я говорю, когда позвоните, там 10 человек вам приедут по дешевке, посчитают ошибки, по результату поменяете полмашины, все равно позвоните к нам. И на самом деле чаще всего клиенты возвращаются, если не совсем жадные и так далее. Вот, собственно говоря, как я уже и говорил. Вот. Посему, в моем понимании, диагностика это не почитать ошибки, а установить непосредственно причину поломки. Вот. Или хотя бы показать пальцем. То есть, если грубо у нас говоря, какой-то провод высажен чем-то, то сказать клиенту, если нет необходимости устранять, продемонстрировать ему, показать, что вот он в коротком, либо в обрыве какой-то провод на какой-то датчик, например, и сказать ему, куда лезть и куда исправлять ошибку. Либо расписать, если он отчасти немножко более жадный клиент, расписать ему последовательность работ, которые им необходимо сделать. Не просто сказать там ошибка коленвала, разбирайтесь, меняйте полмашины там дальше и так далее. А сказать, допустим, показать, измерить показания с датчика коленвала, видит система, не видит, например, ну и так далее. Приходит ли сигнал, допустим, есть он на самом датчике, приходит ли он на мозги, ну и так далее и тому подобное. Вот такая вот картина. Это по большему. Так, что у нас еще дальше? По газовому оборудованию я не дам рекомендации однозначно. Я купил 2 сканера в свое время для комплекта по газу. И понял, что газовое оборудование это не мое. В газовое оборудование я, конечно, посмотрел, побаловался. Но это оборудование давало столько всяких корректировок и настроек по причине, так как газовое я вообще не понимаю, ну просто вообще не понимаю ничего, то я отказался от диагностики газового оборудования. Поэтому вот такая вот картина. С газовым оборудованием рекомендации я не дам никакой абсолютно. Так, что у нас еще пишут? Да, в мотах вообще это не часто, а я бы сказал, что это почти всегда все залито компаундом. И для того, чтобы куда-то добраться, в блоке в каком-то разобрать, необходимо довольно долго и аккуратно разбирать. База по расположению микросхем по многим блокам у меня есть. И если это кому-то интересно, то, в общем-то, можно будет все это обсудить. Вот где, в каком блоке стоит какая микросхема. Не по всем, конечно, далеко не по всем, но по многим база есть. Так, по газовому оборудованию я сказал. Вот, кстати, да, я думаю, Александр более грамотно по этой теме напишет. Вот там вот смотрите внимательно, потому что я по газовому оборудованию абсолютно ничего не расскажу. По работе с клиентами, да, в принципе, сам скажу, иногда срываюсь, бывает крайне редко, когда уже просто полнейший затуп.
Бывает, что такие клиенты просто вампиры жуткие. Но если интересно, на эту тему сделаем тоже отдельный видос по общению с этими клиентами. Сам не идеален в этом, иногда срываюсь. Что тут уже сочинять, но по-большему стараюсь себя сдерживать. Сделаем отдельный видос на эту тему. Так, прочитаем дальше. Что у нас пишут? Так, ну, сделаем на эту тему также по рекламе, по продвижению своему в своем городе и так далее. Я думаю, многим эта тема будет интересна. Так, в Кесе или Китаге есть метки по мотам. Метки по мотам. Что такое метки по мотам? Не совсем, прошу прощения, понял. Прошу более детально. Что, куда и зачем. В Китаге, да, есть подписано, куда метки. Ну, будут куда подключать, да. Куда подключать какие провода, в Китагах все это есть. Сделаю видео, я, в принципе, наверное, вам это все покажу. Как это, что делается в Китаге, либо в Кисе. Вот, сделаем два, давайте, наверное, отдельных обзора. Один по Китагу, один по Кису подробные. И снизу сделаю, как положено, ссылочки на проверенных подаванов. Вот. Что, куда подпаять? Да. По... Все, я понял. По моторам, по блокам, в каком блоке, куда что. Конечно, да. Там это есть. Сделаем обзор, подробный обзор сделаем, конечно же. Вот. Где дырочку высверлить, тоже это все есть иногда. Иногда есть такое. Иногда надо в блоке, в корпусе, если он не разборный, вырезать отверстия. Ну и по ланчу обзору. Я же вам говорил, куда надо писать. Заходим сюда, открываем сюда. Не тот форум. Возвращаемся сюда, заходим в сообщество. И здесь вам раздолье. Голосуем за уже предложенные темы и в комментариях пишем свои темы. Все просто до ужаса. Внизу в комментариях. Вот так вот все делается. Также хотел сказать, не забывайте, что у нас есть сайт, у нас есть Telegram, ну, там делать нечего. Вот самое главное, что у нас есть форум. Ну и ВК. Если вам интересно на меня посмотреть вживую, то вот он я и есть на ВК. Хозяин форума, если можно так сказать. Вот даже два человека что-то написали. Это я почитаю, что там написали. Вот наш форум, где много интересных тем. Заходите, читайте, пишите. Да, кстати, немаловажная тема, которую я все-таки забыл и которая очень сильно относится к сегодняшней нашей теме. Давайте ее зацепим. У нас на форуме, заходите, вот наш форум, да. Ну, сразу мы попадаем на ссылки на продавцов китайских, но это не главное. Заходим сюда, у нас есть ветка «Отзывы о продаванах». Значит, смотрите, о хороших и плохих. То есть можете всегда зайти о плохих продавцах и хороших. Заходим сюда, пишем свои отзывы обязательно. Если вам кто-то хорошо продал оборудование, либо плохо. Но маленькая одна просьба, чтобы это не было пустой и необоснованной рекламой, либо засером конкурентов, либо рекламой себя, пожалуйста, приводите, как это называется по нынешнему молодежному, пруфы. То есть это подтверждение именно своих действий. То есть что вас, если продали вам говно, вашу переписку с продавцом, где он отказался это менять, либо выполнять какие-то гарантийные обязательства. Ну и, соответственно, все эти моменты, что было. Не просто он мне продал там плохое оборудование, не покупайте у него, он плохой. Нет, так нельзя делать, поэтому именно должны быть подтверждения того, что вы купили плохое, либо хорошее оборудование, довольны им и так далее. Ну, по-хорошему можете и так отзывы оставлять, а по-плохому давайте, пожалуйста, с подтверждениями. Именно по этой теме на нашем форуме. Так, еще что-то писали, а я уже... Так, много что делает даже привязка ключей. Да, кстати, Scanmatic 2
или Pro, в чем разница? Стоит ли переплачивать? У меня обычный Scanmatic 2, но я, может быть, не знаю. Сейчас, если бы стоял выбор, я бы, наверное, купил Pro. Но менять обычный на Pro я смысла не вижу. То есть я проапгрейдил свой, сами производители написали, что и как делать. Ну, в общем-то, меня устраивает. Но если бы стоял выбор, я бы, наверное, купил все-таки Pro сейчас. Так, если бы мог скрин закинуть, закинул бы. Там есть обновы по лаунчу от Галета, по-моему, по ключам, программатор, что-то слышали, кто пользовался. Александр, а грузовики как по оборудованию? Так, ну по грузовым я по универсальному оборудованию уже вам назвал. Это более-менее универсальному, по узкопрофильному тоже назвал, наверное. Мне кажется, необходимо делать уже более детальные обзоры, скажем так, по тому же, ну, Вов я делал уже, да, детального обзора, наверное, не делал, только какие машины он может делать. По тому же ДПА 5 сделать можно, по тому же Нексику можно сделать. Он, кстати, по пастру тоже очень много чего делает. Но это отдельная тема, к этому вернемся. По тому же сканматику выбирайте, как я вам говорил, вот там вот голосуйте, выбирайте темы, ну вот там точнее, на сообществе на нашем, и все это сделаем. Все это сделаем, все это, я думаю, расскажем. Так, что у нас еще по грузовикам? УКС есть еще для Mitsubishi. Для Mitsubishi, для старых у меня муть, использую для новых тоже, ну, для относительно новых. То есть она у меня неофициальная, это по Митсубанам. Так что, в общем-то, есть тоже у меня такое оборудование. Кстати, пишите сейчас, может быть, тоже задавайте вопросы. Скоро будем завершать наше, значит, сие действо. Вот обзор. Поэтому задавайте, наверное, сейчас там свои вопросы. У кого какие остались еще по сегодняшней теме. А то у меня, кажется, морда лица красная уже стала. Немножко перегружаю себя. Уже таких длинных стримов у нас еще не было. Чувствую, уже голова немного начинает кружиться. Вот, поэтому давайте задавайте свои вопросы. Если вопросов нету, то будем, наверное, завершать. КТМ, как я уже говорил, не использую, нету КТС. Нет, КТС. Что-то у меня уже крыша вообще едет. Эмуляторов, ПАИМа, что там. Эту тему затронем чуть позже. Цены на эмуляторы у нас будут снижены. То есть, если вы покупаете наши эмуляторы, то цена будет снижена и будет включена в доставку. Если покупаете эмуляторы наших партнеров, тоже все индивидуально, все цены, значит, кстати, да, по эмуляторам покажу сразу наши разработочки. Сейчас открою. Ой, подождите немножечко. Наши вот есть по Маздам, по Фордам эмуляторы мы делаем свои. Сейчас открою. Нет, это не здесь. Или здесь. Блин. Так, стояночка. Нет. Я вам сейчас просто фотографии покажу. Так. Вот наши творения, в общем-то, эмуляторы. Значит, с пруфом, как говорится, по-русски будет, а не просто фотографии. Смотрите, ну вот, это когда эмулятор подключен нашего производства. Как видите, видео, фотографию точнее, ошибки только на EGR висит. Вот, значит, эмулятор, когда, так, это еще не подключен. Вот провод от него отпаян. Да, и, соответственно, у нас, власть, фотография, появляется ошибка на иммобилайзер, как видите. Ну, то есть, вот это наша разработочка. Эти эмуляторы мы тоже продаем. Это под Форды, под Мазды. Также у нас есть наши разработочки под
Suzuki, у нас есть наши разработочки под Toyota, в общем-то, под некоторые другие машинки. Есть также эмуляторы партнеров, свои эмуляторы, в общем-то, под разные машинки тоже есть. Цены на них однозначно у нас сейчас снижены будут. И на те эмуляторы, которые цена была указана без доставки, теперь будет указана цена с доставкой. Соответственно, ну, подешевели как минимум на цену доставки. И не обычная почта, а через ДЭК. Вот так вот. Поэтому советую обратить внимание, если вдруг кому-то нужны. Так, так, так. Лучше полный ланч. Всем привет. Приветствую, Автофронт. Так, привет. Так, таблетку от головы в студии. О, блин, таблетку, да. Дайте таблетку от головы в студию. Не, голова не болит, на самом деле, просто кружиться немного начало, немножко переутомился. Я сегодня вроде выспался нормально, сейчас опять немножко на диете сижу, потому что заметил, что после Нового года себя немножко подкормил. Вот, 6 килограмм нажрал, откровенно говоря, поэтому сейчас на очередной подсушке сижу. Вот, дальше. Казахстан, конечно, доставляем куда угодно, не только Казахстан. У нас покупают наши эмуляторы, работы выполняем для довольно дорогих государств, в общем-то, стран. Заказывают и Черногория, и Италия, и Франция заказывала, Германия заказывала. Ну, что далеко говорить, вон в Якутию отправляли блоки, заказы тоже. Куда уж дальше, да. Вот, так что территориально мы не ограничены. Территориально абсолютно не ограничены. В общем-то, можем высылать куда пожелаете. Так. Так. Виталик, перестань болтать ерундой. Так, большое спасибо, Александр, за стрим. Стрим, все интересно узнать новое. Да, Александр, кстати, вот, наверное, будем все-таки завершать. Уже 1,5 часа наш стрим сегодняшний идет. Это, мне кажется, на сегодняшний день уже рекорд для наших стримов, поэтому чувствую, уже глаза начинают краснеть, уже немного горят. Вот, поэтому будем, наверное, завершать сегодняшний стрим. Значит, как я уже сказал ранее, пишите внизу в комментах, кто смотрит видео в записи также. Заходите туда, куда я говорил, сообщество на нас на форуме, на наш форум заходите, пишите свои тоже какие-то мысли. В сообщество заходите, проводите голосование на проверенных китайских продаванов. Ссылка есть у нас как на форуме, как я говорил ранее, также и внизу под видосами выкладываем. Так, вот, вот. Донатом, кстати, тоже всегда буду рад. Куда донаты переводить, уже рассказывал много раз. Можно на телефон, можно на Тиндекс кошелек. Вот, ну что ж, будем завершать. Как я уже говорил ранее, подписывайтесь на канал, нажимаете вот такие вот лайки много-много. Вот там, не, вот там, где-то вот там, вот тут вот где-то. Лайки нажимаете. Внизу в комментах я уже говорил, что писать. Заходите на стримы, голосуйте на сообщество. Вот. И всем, и всем, и всем хороших клиентов, чтобы было хорошее надежное оборудование. До скорых встреч. Пока-пока. Тирин.